Aleksandr Nikolajevič, vy заявили, что у вас есть суверенный баланс в Русской Федерации, что практически вывело РФ из состояния банкротства. Что вы можете на сегодняшний день сказать о состоянии финансовой системы в России? Приветствую тебя, Иван. Благодарю тебя за такой правильный и на сегодняшний день очень актуальный, основополагающий вопрос, на который, естественно, я готов дать определенное свое видение ситуации, обстановки по той ситуации, которая касается вообще Российской Федерации и сегодняшнего положения в Российской Федерации именно финансовой структуры компании Российской Федерации. Ну, если вы правильно обратили внимание на то уведомление, которое было направлено президенту Российской Федерации, премьер-министру Российской Федерации, министру иностранных дел Российской Федерации, значит, и министру финансов Российской Федерации, и в Центральный банк Российской Федерации, то там в самом содержании самого письма есть абсолютно правильное, так сказать, понимание именно компании, корпорации Российской Федерации. Ну, сейчас это ни для кого не секрет. У вас в Словакии тоже это было раскрыто официально министром финансов, который у вас также еще и бывший премьер-министр, еще и лидер самой большой главной партии, правящей, так сказать, в Словакии. Он с трибун официально дал народу правду, потому что на самом деле народ-то уже сам до всего дошел, что уже страна куда-то делась, а работает именно управляющие структуры в виде корпоративного образования, которые потихонечку внедрили, подменили и как-то перерасписали, перераспределили народное имущество в этой потоке времени, когда ставились эти корпорации на место, так сказать, стран, да, суверенной страны. Так вот, на сегодняшний момент мы смотрели на всю эту обстановку, что происходит на территории суверена, который был, есть и будет. Это суверен Советский Союз. И понимая, что на сегодняшний день проходит практически здесь сценарий, навязанный, но так, тем не менее реализовывается сценарий Хьюстонского проекта, то есть это проведение геноцида славян на территории Советского Союза, геноцид граждан СССР на территории Советского Союза, обманутых многих, втянутых вот в этот, так сказать, иллюзорный театр псевдогосударств на территории Советского Союза. Но если подходить с точки зрения права, с точки зрения знаний и логики, мы прекрасно понимаем, что это корпоративное образование, что УНР, что РФ, что другие республики, это корпорации, компании. Это компании, которые практически по конструкции самой системы, которая когда-то прописывалась тоже, так сказать, в основном из учеными Советского Союза, в том числе и IT-инженерами Советского Союза. Вот. У нас лучшие были эти инженеры, они остались, так сказать, работают во всем мире сейчас. И то мы прекрасно понимаем, что сама система устроена таким образом, что вся территория Советского Союза – это, хочешь не хочешь, но системно привязанные вот эти компании, корпорации, которые, так сказать, называются республиками, да, или странами, которые назвали, да, псевдостранами, но они все равно работают в некой общей системе, в этой модели. И эта модель, она все равно единой страны Советского Союза. Поэтому я бы лучше бы сейчас называл вот эти корпоративные образования, их в принципе так и называют те, кто владел ими раньше, кто их создавал. Это холдинговая структура, холдинговая компания. И в любом случае центр ее, конечно же, в том числе и финансовых магистралей проводных, всегда являлась Россия, Москва, так сказать, и Татарстан. Татарстан имеет определенный кабель тоже, подключение к центральной системе, то есть которая корневая, так скажем, финансовой системы. Вот. Отсюда мы поняли, что лучше сейчас в данный момент это, естественно, задача номер один по кону созидания и по борьбе вообще с мировым кризисом – это
надо прекращать геноцид. Для того, чтобы прекратить геноцид, можно было выбрать разные пути, так сказать, решения, но мы выбрали путь решения, так как мы отозвали все активы из-под стран и банковской системы мировой, то система пересчитала всем их состояние, и практически все страны находились в стадии банкротства, в банкротном состоянии. И понимая, что в Российской Федерации нету, так сказать, активов, и ее владельцы этой компании, которая была зарегистрирована на Вирджинских островах, они, так сказать, тоже не имеют активного баланса в Российской Федерации, все рушится, и, так сказать, они как раз пытались и в этом даже неподходящем для них условиях все равно делать этот хьюстонский проект. Исходя из этого, мы решили разместить, и были размещены достаточно серьезные фонды, в несколько раз превышающие бюджет компании Российской Федерации, фонды, КСАУ-фонды в баланс Российской Федерации. И МПК СВР, Международный потребительский кооператив «Светлая Великая Русь», суверенное общество, приняло такое решение, и, так сказать, были размещены активы в Международного потребительского кооператива «Светлая Великая Русь» в балансе Российской Федерации. Что по большому счету, полагаясь на основные, значит, правила и законы капиталистического мира, любого корпоративного мира, говорят о следующем. Дело в том, что тот, кто вкладывает в любую корпорацию средства, это закон капитализма. Тот, кто вкладывает средства, и если эти средства вложений произвело больше, тот субъект, который вложил больше всего этих финансовых средств в баланс этой корпорации, тот и имеет право контролировать эту корпорацию, то есть он становится ее владельцем. Но исходя из перед этим сказанную ситуацию о том, что их баланс Российской Федерации был банкротным, то есть старые владельцы, 7 этих кличек, фамилии Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры, Барухи, Оппенгейнеры, Варбурги, Жеснаузеры, Романовы утратили, значит, свои активную часть баланса в Российской Федерации, то Международный потребительский кооператив вывел этот баланс из стадии банкротства и еще, так сказать, наполнил его активной финансовой строкой, в том числе, что отражено в Международном валютном фонде. То есть и в системе получается, что компания Российская Федерация не является банкротом, но у нее сменился владелец. И владельцем теперь стал народно-государственный орган Союза Советских Социалистических Республик на территории СССР, Международный потребительский кооператив «Светлая Великая Русь». Интересный парадокс. Советский Союз через МПК СВР, даже сыграв по правилам капитализма, не нарушая законодательство Советского Союза, да, и норм международного права, наоборот, опираясь на них, выкупил компанию Российской Федерации. И теперь ей владеет компания Российской Федерации СССР. Я об этом оповестил нужным, так сказать, генералам топовым, которые стоят у руля, значит, компании Российской Федерации, и четко, открыто им уже это все сообщил. Ну, в том числе и официально были посланы соответствующие уведомления. Вот. На сегодняшний момент я теперь хотел бы ответить на вашу часть второго вопроса. Вторую часть вашего вопроса, это что сейчас происходит в Российской Федерации, то есть что они сами сейчас делают, вот эти, я бы сказал, ну, будем говорить, американцы, да, которые управляли Российской Федерацией, что они сейчас делают в системе вот такой суррогатной федовской, в суррогатном федовском структурном подразделении, которое назывался ЦБ РФ, ну и, так сказать, псевдобанки, которые работали на территории Советского Союза, России, РСФСР, РСФСР-Россия, ну, как бы на основании вот, юрисдикции Российской Федерации. На сегодняшний день существуют основные, так сказать, субъекты, которые ведут
бессмысленную абсолютно работу, но вводя в заблуждение всех окружающих, что они придут сейчас к каким-то результатам, на основании этих результатов опять у всех будет много денег, и все будут опять господствовать над другими, так сказать. И народ дальше им будет протирать ботинки. Это есть такие фамилии, значит, ну, я, во-первых, объясню, что такое образ американцев. Образ американцев – это еврейство. В Америке 2 миллиона раввинов, на всякий случай, чтобы вы знали, да? И Америку вообще, корпорацию, я не говорю про Республику Америка, а про корпорацию Америка, ее образовывали евреи. И основные, так сказать, рулевые, я бы сказал, как бы этносы еврейские, которые это делали, это ашкеназы и сефарды. Так вот, те люди, те субъекты, я их не назову людьми, я знаю их, те субъекты, которые здесь сейчас продолжают, значит, вот эти кривульки, бессмысленные абсолютно, да, и дальше топят просто-напросто и саму Российскую Федерацию пытаются затопить, и, ну, не добившись, вообще абсолютно ведут деструктивную, бессмысленную уже теперь затею с электронными деньгами и так далее. Я знаю все эти программы электронных денег, эти CPCD, вот эти, которые рекламируют сейчас в пространствах интернета. Это была разработка такой Джозеф, это Тиерно Лосамбо Тариоба, он работал у меня, я его приблизил одно время, он был у меня, значит, членом правления в банке госпитальеров на небольшое время был поставлен. Он поставлен был у меня по международным делам в международное казначейство М1, так, он был даже, я генеральный секретарь, у него был даже статус секретаря, потому что этот Тиерно Лосамбо Тариоба, это был главный General Manager Global Assets Foundation Federal Reserve System, то есть это директор был глобального обеспечительного фонда Федерального резерва, который незаконно управлял нашими фамильными счетами наследными, то есть системой White Spiritual Boy и субсчетами White Spiritual Boy, контролируя их и не давая выполнять настоящих, значит, предназначений системы White Spiritual Boy, когда она была распределена по всем странам мира, чтобы все страны мира имели доступ к ресурсу, к деньгам и так далее. Они все это узурпировали. И вот как раз узурпатор всего этого дела вместе с мошенником Фернандо Маркусом был как раз, вот, так сказать, американцы, что значит евреи, ашкенази, сефарды, да, вместе, так сказать, вот в лице вот этого руководителя Тиерно Лосамбо Тариоба, то есть, который называется Джозеф, так сказать. Но после этого, как Джозеф все-таки не перешел, так сказать, на светлую сторону и не стал соблюдать нормы права, мне пришлось его уволить, в системе дать соответствующее распоряжение. На сегодняшний день его все возможности, сакральные возможности, функции и все остальное у него утрачено. Он на сегодняшний день ничего из себя не представляет. Кстати, он и вел Трампа. Трамп – это его подопечный. Он мне изначально, так сказать, об этом говорил, что укрепил Трампа на тройственное соглашение еще, так сказать, в системе, по финансовой системе, которая была сделана, которое тоже на сегодняшний день отменено. Оно тоже не работает. Поэтому под Трампом нету никаких, так сказать, привилегий о его возвышении, так сказать, над другим. Кроме тех, которые он заработает перед народом своими реальными правильными действиями. У него есть такой шанс. Вот. Поэтому на сегодняшний момент они, вот эти все ашкеназы и сефарды, то есть американцы так называемые, выполняют вот ту программу, которая уже отключена, она невыполнима, но она была вот очень засекречена. 280 миллионов долларов потратил Тиерно Лосамбо на разработку этой IT-программы, значит, ввел ее, и, значит, они должны были, так сказать, ее подключать. Они знали, что SWIFT скоро прекратит такое свое существование в том виде, в котором мы его видим на сегодняшний день, и другие платежные системы. Ну и они решили, так сказать, переключиться вот на виртуальную игру. Для чего Тиерно и вышел на меня? Чтобы я дал разрешение свое, как М1, дать обеспечение под эти электронные деньги.
Никакого разрешения они от меня не получили и не получат, потому что цели их и планы их, они античеловеческие. Исходя из этого, поставлен вообще запрет на эту программу, она развиваться не будет. Ну, ее также стараются дальше вести, потому что других планов у них нет и не будет. И как сейчас остановиться, это означает все, это полностью стоп в их, во всех, так сказать, вот в этих движениях сделать. Но они этого сделать не могут, они не сидят на месте и дальше пытаются бегать и бегают по этому замкнутому кругу, который их никуда не приводит. Так вот, в Российской Федерации это кураторство от американцев выполняет некая дама. Дама получила возвышение по своему статусу, потому что как-то было направлено ко мне, я ее принимал здесь, да, принимал ее по-доброму, значит, говорил я о светлом, о добром. Ну, дама носила свои, так сказать, не совсем светлые, так сказать, замыслы по отношению ко мне, по отношению, так сказать, к некоторому моему окружению. И дама пыталась, ну, в общем, отравить нас в свое время. Что у нее, естественно, не удалось, но она думала, что получилось, и поэтому дала соответствующий отчет своим, так сказать, руководителям. Руководителями этой дамы есть такой Ашкеназ, они называют себя философы геополитики. Только философ непонятно от какого происхождения, это такой есть Николай Николаевич Слободян. Вот этот Николай Николаевич Слободян как раз со стороны ашкеназов и проводит здесь, так скажем, несбываемые маршруты, которые ведут только лишь к проблемам, да? К проблемам и дальше к проблемам. Это один куратор, это куратор ее со стороны ашкенази. Второй куратор этой дамы со стороны сефардов является глава сефардов Дэвид Насиб Гаон, который живет в Швейцарии. И этот Дэвид Насиб Гаон, как раз это было громкое дело по компании «Нога», которые ашкеназы, когда взяли приоритет управления компанией Российской Федерации, захватив, отрезая отсюда сефардов, а сефарды еще контактировали с советского времени, так сказать, и они, отрезая их как раз, и, значит, сделали так, что Российская Федерация не рассчиталась с Дэвидом Насиб Гаоном, якобы не рассчиталась за долги там Советского Союза, да, некоторые там как бы долги. Ну, непонятная история еще этих долгов, надо изучать, но факт в том, что такой прецедент был. И на сегодняшний день, объединившись вот двумя вот такими, так сказать, один из центрального концептуального управления ашкеназов, второй как глава сефардов, они управляют, как бы это считаются американцы, они управляют этой дамой, которая называется Скоробогатова Елена, там, я не помню, как-то ее там, то ли по отчеству, я попозже вам, так сказать, сообщу в этом вопросе. Так вот, вот эти три субъекта на сегодняшний день конкретно определяют и решают то, что нерешаемо для них, это я вам сразу говорю, какие-то пути развития финансовой системы на территории Советского Союза, в России, да, финансовой системы Российской Федерации. Все слушаются эту даму. Честно скажу по ней. Она ничего не понимает в финансовых системах, ничего не способна, так сказать, как-то разумно подойти и что-то не то что сотворить, создать, даже скопировать. Вот. Ну, вот такие люди нужны. Они всегда такие люди, несмотря на свой, так сказать, тучный вес, несмотря на свое, так сказать, вязкое очень здоровье, они всегда все равно рвутся до гробовой доски к управлению чего-либо, господству чего-либо. У них такая вот программа стоит. Поэтому обращаю еще раз внимание всех, кто нас слышит, всех русских людей, всех славян, всех, кто живет, значит, в России, в Советском Союзе, наших братьев и сестер, вот эти три персонажа со стороны ашкеназов, значит, это Слободян Николай Николаевич, со стороны сефардов это Дэвид Насиб Гаон, Швейцария, значит, и у них исполнитель здесь, это считается Америка,
И у них исполнитель здесь это вот эта дама, которая непосредственно курирует все и всех, еще двух основных тут, значит, деятелей, которые как бы стоят у руководства вот этой уже практически никакой финансовой системы Российской Федерации, но полностью выполняет все поручения, приказы, кураторства вот этой вот дамы. Ну, сами поймите, на кого работают и что у нас здесь происходит. Вот, поэтому на эти вопросы я вам ответил. Но это информационное такое вам мое заявление, которое вы услышали. На самом деле все будет складываться гораздо светлее и позитивнее, так как у них уже сама система, она призрачная. Дама – это такая же призрачный куратор, призрачной, так сказать, программы и призрачного плана, который никогда не выполним. Но об этом им сказать страшно, и поэтому продолжают бежать по инерции, что-то делать, к чему-то стремиться. Вот. Таких вариантов, таких всяких разных разработок у них было очень много. Но перед тем, как вообще ушел с этой мерности в небытие такой персонаж, которому, говорит, прожил там 102 года, 750 лет этот человек. Это не человек, это существо прожило на Земле. Это Дэвид Би.Джи Ротшильд. Да? И вот Дэвид Би.Джи Ротшильд как раз перед тем, как отсюда был убран, он конкретно заявил представителям из дочерней структуры Российской Федерации, тогда на тот момент, о том, что, значит, система американского контроля рухнула, и ее перезагрузить невозможно. И также заявил, что у него не осталось ни грамма золота. То есть золото, он прекрасно, в отличие от многих других тут псевдофинансистов, понимал, что золото считается не то, что вы перевозите из банка в банк с клеймом. Это товарное золото, это товар. Это можно делить сережки, продавать на бирже, сусалить крыши, купола и все остальное. Да, у него есть хорошие, там, интересные свойства, которые можно применять в производстве. Вот. А золото – это то, куда они никогда не могли, не смогут дотянуться, но оно есть, оно было измерено, поставлено в систему. Именно оно дает жизненную энергию развития системы. Это как раз сакральное золото, сокровища, которых уже были отражены в фильмах. Вы об них прекрасно понимаете. Вот этого права у них не осталось ни грамма и не будет. А это означает, что у них нет пространства развития. То есть все, стоп. Нет пространства, и золотое сечение не принимает их, а полностью блокирует и стирает, убирает их. Вот такие дела. Поэтому будет очень хороший сюрприз сразу после Нового года. Мир проснется уже в интересных новостях, что касается финансовых всех сфер. Но, тем не менее, мы решили приобрести вот эту вражескую зарубежную компанию Российской Федерации, которая разрушала нашу экономику здесь и много чего другое, внутри которой боролись, также были патриоты, которые боролись все-таки за сохранение России. Я вам не буду их называть, народ сделает выводы сам. Потом после этого и специальные, так сказать, органы компетентные уже государственные будут делать эти выводы и решения, кто, так сказать, был все-таки на стороне Родины, а кто, значит, на стороне собственного кармана и уничтожения жизни, да, на земле. Вот. И поэтому здесь все очень скоро уже перешло и переходит, вне зависимости ни от чего, ни от чьих хотелок, оно будет переходить в стадию восстановления справедливости. Справедливость начинает восстанавливаться. Все планы, которые они прописывали, значит, на уничтожение человечества, они уже иллюзорные и невыполнимые. Будет выполняться план теперь под эту инерцию, на уничтожение как раз врагов человечества. И весь мир на это уже встает, мир уже прозревает. Уже вот это как раз, значит, господство вот этой деструктивной магии, которая была засажена людям в голову, в том числе и на Украине, и везде, да, через нейролингвистическое программирование, через внедрение в питьевую воду нейротоксинов для того, чтобы деструктировать функции работы головного мозга,
в ее части, отвечающей там за милосердие, сострадание, совесть, справедливость и направление только на выращивание, так сказать, братоубийственной позиции и, значит, проведение гражданской войны на территории Советского Союза. Гражданские войны были запрещены им, в том числе и высшими силами на территории СССР. Они на это вовремя не среагировали, поэтому будем смотреть Коран. Внимательно изучайте Коран. Это так говорят звезды. В Коране описано вообще будущее врагов человечества, которые натянули на себя, значит, вот этот титул, да, который никогда не принадлежал, титул, который говорится об избранности, да. Вот. И вот этот титул избранности, я всегда им говорю, да, вас избрали, но есть еще вы избранные, а есть еще и богоносные. Вы что же избранные-то идете на богоносных-то? Вы перепутали все это дело. Так вот, славяне, русский народ, русские — это проживающие на скиту Руси, это весь советский народ и вообще весь народ на земле. И просто они этого еще не осознают. Это как раз и есть, это богоносный народ, понимаете? Который носит в себе божественное присутствие и так далее, которые есть потомки богов. Потихоньку это начнут осознавать. Сейчас уже, значит, все меньше и меньше становится вот этих вот кривляк, осмеяк, которые осмеивали все прописные светлые святые истины. Вот, а возносили в титул, так сказать, почтение, это эгоизм, значит, преступное самообогащение, так сказать, да, наживу, значит, полностью, значит, которые шли на деструктивные действия против Бога, да, против народа, человечества, по растлению вообще нравственности, человеческих ценностей, то есть самого естества, естественного права, которое высшим правом является, естественного права самого, значит, жизни человеческой, понимаете, самого человека. То есть они уничтожали человека. Когда люди слушают эту информацию у вас в России, все обязательно задают себе вопрос, что мне теперь делать, как мне, как обычному человеку относиться к этому? Обычный человек недооценивает своих способностей и возможностей. Он человеку за последнее время внушали то, что он примитивный, просто биологическое животное с некоторым немножко продвинутым уровнем интеллекта и не более того. Это ложь, это кривда, это обман, в который вводили человека, чтобы ослабить его самого. Самым сильным превосходством вообще человека над животным миром, над природой и так далее, да, но созидательным превосходством, подчеркиваю, все это работает в коне созидания, является его сознание. Когда человеческое сознание начинает само себя осознавать, любить и расширять, то есть раскрывать себя, тогда это и есть человек, да? Вот, тогда он способен своим искренним, потому что сознание резонирует, Вселенная слушает человека тогда, когда его сознание правильно осознает, резонирует с душой, ну, как говорится, сердцем, да, в этом его поступке и решении. И чистые его, реально чистые его намерения, взгляды, цели его чистые, тогда Вселенная его сразу слышит и начинает выполнять, так сказать, его желания, его действия и все остальное. И когда человек начнет осознавать, кто он, что он и есть здесь творящий реальность, да, крестом Янь-Инь, крест Янь-Инь творит реальность. И вот эта творящая реальность есть сила воли. Что такое сила воли? Си – дух, 7-я чакра, всего 9. 7-й уровень, да? Дух – это уже сфера прави. Ла – божественный поток. Во – ведаекон, ля. Ля – что такое? Ля – это душа. Поэтому, когда человек божественным духом божественного потока, ведая кон души, он творит реальность.
Меняется все, матрица моментально его слушает. И реальность становится, то есть то, что он желает, то, что он видит, ту цель, к которой он идет, становится для него достижимой. А уж если люди, еще раз, любовь, добро, истина, да, человек наполнен этой программой «Любовь, добро, истина», именно она творит любовь, то есть люди богов ведают, и это и есть как раз коммуникационный центр всего космоса, да, это любовь и есть, ведание, да, богов. Боги — это предки наши, надо понимать, а Бог единый — это род Всевышний, он и есть единый Бог, который единым множеством одновременно, который все сотворил и во всем растворился. Все, что я говорю вот это сейчас, оно также легко объясняется сейчас и в ученом наблюдении, так сказать, и в ноосферном наблюдении и так далее. Просто эти образы, они сопоставимы. Просто у них научный язык, а у меня речь, знание того творения, как это было все сотворено, потому что творил все как раз разум, род Всевышний, Всетворец. Поэтому вот это и есть человек. Человек — это дитя, это луч единого светила, индивидуальный луч Творца. Но этот луч все равно совмещен с общим, с цельным, да, светилой. И поэтому все мы здесь братья и сестры, мы все здесь одна семья. Все мы здесь род Всевышний. И когда люди начнут это осознавать, реально, не играючи, не хихи, не стесняющие, уж тем более не, так сказать, а реально внутри себя это прочувствуют по-настоящему, идентифицируют себя, чего боялся Греф-то. А если они себя, говорит, Греф говорил на выступлении в экономическом форуме в Петербурге, а если люди себя идентифицируют, осознают, кто они есть, как же ими тогда можно будет манипулировать? Мы же все строим, манипулируя людьми, эксплуатируя, используя их и так далее. Понимаете? А тогда будет невозможно манипулировать этим. Он сам того, может даже медальку ему дать за его, так сказать, глупость, которую он совершил по отношению к своим, так сказать, этим подельникам, да? Но он сказал абсолютно правильные вещи. Когда человек идентифицируется, он становится осознанным и думающим. А когда он осознанный и думающий, то Всевышний дает ему право творить, он становится творящим. И не обязательно ему бегать с кирпичами. Кирпичи надо ложить, когда приходит это время, да? Что-то строить и так далее. Это постоянный процесс в жизни человека-творца. Но он, самое главное, творит пространство, творит реальность, управляет эгрегорами в этой реальности. Эгрегоры — это привязанность сообществ к какой-то либо идее, какой-либо это у них уже сформируются общие энергоинформационные агрегаты. Вот. Поэтому я всем людям рекомендую, почему я все это так говорю, рассказываю, так сказать, для того, чтобы у вас это дошло внутри. Вы сами, не надо ни перед кем ничего говорить. Вы сами перед собой скажите, сами перед собой подумайте и попробуйте осознать то, что я вам постараюсь подсказать. Потому что я это делаю, выполняя свой долг перед вами, свое предназначение. Потому что вы род Всевышний, и я вас пытаюсь пробудить. Пробудитесь. Потому что сказано, проснулся сам, разбуди ближнего. Поэтому давайте так жить, давайте будить друг друга, давайте объединяться. Мы должны понимать, что хватит включать эго. Эго — это враг теперь на сегодняшний день. Когда-то была защитой в ночи сварога. День сварога — это враг. Отключайте его, убирайте его куда-нибудь в оружейку. Пусть там лежит, пылится. Отключайте свою, так сказать, гордыню. Гордыня — это самый изначальный враг. Именно гордыня все перекривила в макрокосмосе и пространстве в свое время, из-за чего и была организована игра богов. Это энергия, которая не должна здесь находиться, она находится в иных мирах. Она не должна быть у нас. У нас есть гордость, но гордость светлая, гордость, которая — это структура радости, когда ты горд за кого-то. Ты говоришь об этом, делишься, что этот вот человек, близкий тебе, друг, брат, родственник, неважно, просто знакомый, да, светлый, вот совершил такое-то дело, у него получилось, и ты им гордишься. Вот нельзя гордиться собой. Когда гордишься собой, это и есть гордыня. А когда ты гордишься близким своим, братом, сестрой, матерью, отцом и так далее, это уже совсем другая энергия. Это энергия правильная. И эту энергию нужно передавать, делиться, она будет усиливать нас в общем, так сказать, целом. Поэтому
я бы назвал термин не международный, мне приходится писать эти слова, потому что они находятся в международных всех этих протоколах, да, термин международный, я бы назвал общенародный. И рекомендовал бы всем дипломатам, рекомендовал бы всем, так сказать, людям, которые работают в области, значит, мирового управления, права и так далее, конструкций мировых систем, чтобы системы, которые они носили себе, замышляли, так сказать, чтобы они несли не иезуитские. Иезуиты запрещены были госпитальерами, и они до сих пор находятся под запретом. Никто их не выводил из этого запрета в области права. Вот. И не надо пользоваться иезуитскими методами. Иезуитскими методами — это метод лжи, обмана, подчинения, эксплуатации, значит, паразитизма над другим. А надо строить системы, которые дающие системы, которые служат человечеству. Потому что тот человек счастлив, когда он имеет возможность и имеет по-настоящему такую способность испытывать радость за другого, испытывать радость за соседа, за соотечественника, за землянина, да, за нашего, даже за какого-то соседнего инопланетянина, если он в коне созидания. Вот когда мы опять начнем радоваться всем этим событиям, да, то тогда мы станем по-настоящему большими, тогда мы выходим на небесный уровень развития, на уровень развития сознания небесный, то есть цельный в любом позитивном, хорошем, созидательном творении, неважно, где оно произошло и когда. Но мы способны радоваться этому творению, этому поступку. Вот что самое важное. Важно это сознание, а все остальное делается. И система в России делается. В России для меня это центр Советского Союза, РСФСР. И мы все делаем для того, чтобы в ближайшем будущем заработал Госбанк СССР. Деньги Госбанка СССР уже стоят в системе, в настоящей системе, да, они все очищены, поставлены на счет, золото стоит в системе, и дополнительное золото еще выделено в виде эмиссии резервной валюты казначейских билет, обеспеченной золотом, согласно Базеля 3 и резолюции М1 номер 1. Поэтому Советский Союз очень богатая страна на сегодняшний день. Значит ли это, что в следующем году нас ждут большие перемены к лучшему? Вы знаете, я уже об этом сказал, и пусть будет так, как ведь Всевышний все сотворил и во всем растворился, правильно? И пусть будет так, как Всевышнему мило, как ему любо и как ему по нраву, правильно?